Друзья, всем привет! Вот скажите мне, пожалуйста, какая из этих трех орхидей является легато? Первая, вторая, либо вот это вот третья. Ну, пока вы будете разглядывать их и смотреть, я вам хочу сказать, что практически каждый день, не каждый день, но каждую неделю, раза 2 или 3 в неделю ко мне обращаются жертвы мошенников. Мошенников, продавцов, которые продают орхидеи, те или иные эксклюзивные, редкие, дорогие сорта. Под видом этих орхидей продают какие-то обычные, невзрачные, или там совсем неизвестные орхидеи. И вот сегодня, друзья, видео, которое давно меня просили, еще когда на нашем канале появилась первая легато и одна из легатоподобных орхидей. И мы на канале стали собирать коллекцию не только легат в разных вариантах цветения, но и легатоподобных орхидей, которые стали появляться после того, как производство самих легат, оно сошло на нет по причине того, что один из правообладателей сорта этой орхидеи, по каким-то причинам просто невозможно получить разрешение. И вот уже несколько лет легато официально не производят. И садовники всякий раз обещают на следующий год, на еще там через 2 года, что вот-вот якобы высадим, вот-вот якобы высадим, но появляются только легатоподобные орхидеи под названием это та самая или там новая легато, но все равно это не то. И вот, друзья, еженедельно, наверное, жертвы мошенников вот таких вот, которые на Авито, ВКонтакте объявляют сборы денег, либо выставляют фотографии каких-то орхидей, похожих на легато, но не легато. И под видом этой орхидеи собирают немаленькие деньги. А между прочим, орхидея легато на сегодняшний день является одной из самых дорогих орхидей, даже не так, из самых дорогих обычных простых орхидей, потому что легато это обычная была орхидея. Раньше, наверное, еще лет там 10 назад никому особо она, скажем там, крышу не сносила, вот, да, когда она была спокойна в продаже. Но потом с каждым годом ее стало становиться все меньше и меньше. И коллекционеры за ее вот это вот необычный окрас, радужность, ее необычную такую неповторимую, еще обладающую, некоторые экземпляры обладают таким обалденным, тонким, нежнейшим, изысканным ароматом, перламутровым таким тонким переливом, радужным переливом. Вот эта орхидея стала пользоваться большим спросом, который предложение на этот спрос не поступало, и поэтому эта орхидея стала дорожать в цене. И есть почему, потому что это действительно на сегодняшний день одна из самых красивых орхидей. И, к сожалению, настоящий ее сорт пока не идет в производство. Но на рынке ушлые ребята стали под видом легато продавать легатоподобные орхидеи. На Авито очень много объявлений и таких, как, знаете, легато продают, там по 3, по 4, по 5 тысяч, кто-то по 12, по 15, но под видом легато продают абсолютно к легато никакого отношения не имеющие орхидеи. Либо те орхидеи, новые сортовые орхидеи, которые очень похожи на легато, но не легато. Вот на ваших глазах сейчас на экранах одна из 3 является легато, а 2 из легатоподобных. И я переключу камеру и все покажу, конечно, потому что меня прям просили. Это вот 2 сорта из этих 3 орхидей, они, я бы так сказал, максимально приближены по внешнему виду орхидеи на легато. То есть человек, который, например,
ну, скажем так, ни разу не видел вживую легату и хотел бы ее купить, его очень можно легко обмануть, продав ему вот одну из этих двух орхидей, которые рядом с легато. Но не буду вас томить, скажу, что легата в середине, да, рядом с моим лицом. Вот она, легата. Вот такая вот она красотка. Я специально сегодня на темном фоне, в темном, вот, нечаянно хотел поправить хотел освещение, а выключил камеру. Ну вот посмотрите, максимально приближенная это вот эта вот орхидея, это Sparks. А рядышком орхидея это Rosetta. И это два сорта, которые прям вот максимально приближены к легато. Они вот только начали, у нас Новый год приближается, да, зима, и у нас, как всегда, на канале, начиная с конца года, в канун Нового года всегда начинает распускаться коллекция. У нас зимнее в основном цветение на канале. И вот только-только и легато подобные орхидеи стали распускать первые свои цветочки. И у меня прям, я не смог пройти мимо и не снять видео на эту тему. И не показать вам, какие орхидеи похожи на легато. Когда только-только они вот как раз раскрываются, еще такой, знаете, насыщенный цвет. И вот сейчас я вам покажу эти три орхидеи и немножечко о них расскажу. Так, друзья, ну вот с трудом мне удалось их как-то установить, чтобы они хотя бы по одному цветочку были в ряд. Вот так вот, чтобы можно было их как-то одним таким общим кадром сравнить. Ну что, давайте начнем сразу с легато. Вот такая вот она интересная. Обратите внимание на ее особенность, то что в середине у нее вот такие вот, как бы, знаете, желто-персиковый, да, телесного цвета окраса. А по краям у легато вот такой вот розово-сиреневый. Губа у нее ржаво-желтая. И отличительная особенность, друзья, легато, это то, что у нее, посмотрите, вокруг центра, да, вот такая вот рябь, вот такая вот, знаете, как рябы такие темно-сиреневые, светло-лиловые, крапинки такие, видите, вот такие вот. Это вот характерное такое одно из отличий этой орхидеи. Про перламутровость орхидеи я уже не буду говорить, потому что сейчас ракурс светильника такой, что он матовый, и специально, чтобы можно было вот настоящий цвет, чтобы не отсвечивало, поэтому перламутровость мы сейчас не увидим. Светильник матовый и не отсвечивает. Ну а если лампочку поднести, то поверхность легато будет, знаете, с такими как бы блесками, да, как будто перламутровость. Вот рядышком, друзья, орхидея Rosetta. Вот она, видите, без каймы на лепестках характерной, видите, каймы нету. Ну и самая у нее такая отличительная черта, это такая неоновость. Неоновость серединки, как будто сиренево-неоновая, она прям светится, яркая. По сравнению с губой легато, вы видите, чем отличаются. И, значит, рядом максимально приближенная по окрасу орхидея это Sparks. Видите, она точно так же, очень часто ее путают с легато, потому что у нее тоже, посмотрите, по окраинам такая, знаете, сиреневость, а в середке как бы вроде желтый цвет. Может сойти за то, что это легато уже немножко отцветает, то есть летнее такое цветение, более такое нежное, да, либо уже она не первый месяц цветет. Но, друзья, значит, отличительной, значит, такой особенностью является это то, что губа у этой орхидеи, она заметно желтая. Посмотрите, она прям желтая, это раз. И второе, нету тех самых крапушков,
видите, крапушков, рябых точечек вот таких вокруг основания, их нету. Это свойственно только, друзья, легато. Из легато подобных орхидей, которые на сегодняшний день представлены на рынке, а их уже, наверное, с десяток, ну, в моей коллекции еще нету легатообразной орхидеи, у которой бы имела вот такие вот такой вот, видите, крапушку вокруг основания, вот, ярко выраженную такую вот. Видите, крапушку. Вот они, крапушки. Она есть, но у орхидей, ну, скажем, совсем практически не похожи на легато. Вот я сегодня показываю два сорта, которые, ну, скажем так, максимально, на первый взгляд, можно, ну, спутать с легато орхидеями. Распустятся еще у нас из коллекции легатообразных орхидей на канале. Распустятся, я обязательно их покажу. Есть у нас еще орхидея радуга, есть еще у нас орхидеи легатообразные. И как только они будут у нас по первому цветочку раскрыты, я обязательно в сравнении вот так вот покажу. Я, например, с прошлой зимы ждал этого момента, чтобы можно было хотя бы с легато пару сортов вот этих Sparks и Розетту показать и вот так вот в один ряд сравнить их, как они выглядят. В общем, друзья, смотрите, запоминайте. Это легато, это Розетта, это Sparks. Вот такие вот красотки. Все, друзья. Всем хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока.